Добро пожаловать на канал «Детектив в кармане». Сегодня первая серия романа Артура Конан Дойла «Этюд в багровых тонах». Часть первая. Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. Из воспоминаний Джона Ватсона, доктора медицины, бывшего военного врача. В 1878 году я окончил Лондонский университет, получив звание доктора медицины, и сразу же отправился в Нетли, чтобы пройти полный курс обучения, предписанный для военных хирургов. Завершив там занятия, я был должным образом назначен в 5-й Нортумберлендский фузелёрный полк в качестве ассистента-хирурга. Полк в то время стоял в Индии, и не успел я до него добраться, как разразилась Вторая Афганская война. Высадившись в Бомбее, я узнал, что мой корпус уже миновал перевалы и продвинулся далеко вглубь вражеской территории. Тем не менее, я последовал за ним вместе со множеством других офицеров, находившихся в таком же положении, как и я, и благополучно добрался до Кандагара, где и нашел свой полк, немедленно приступив к новым обязанностям. Эта кампания многим принесла чины и награды, но мне она не посулила ничего, кроме несчастий и бедствий. Меня перевели из моей бригады и прикомандировали к Беркширскому полку, вместе с которым я принял участие в роковом сражении при Майванде. Там ружейная пуля Джизаила угодила мне в плечо, раздробив кость и задев подключичную артерию. Я непременно попал бы в руки беспощадных Гази, если бы не преданность и мужество моего ординарца Мюррея, который перекинул меня через спину вьючной лошади и сумел благополучно доставить к британским позициям. Измученного болями и ослабевшего от затянувшихся лишений, меня вместе с огромным обозом других раненых перевезли в тыловой госпиталь в Пешаваре. Здесь я начал поправляться и уже настолько окреп, что мог ходить по палатам и даже немного греться на солнышке на веранде, как вдруг меня свалил брюшной тиф. Это проклятие наших индийских владений. Несколько месяцев моя жизнь висела на волоске, и когда я наконец пришел в себя и пошел на поправку, я был так слаб и истощен, что медицинская комиссия постановила: меня необходимо вернуть в Англию без промедления. Соответственно, меня отправили на военном транспорте «Оронтес», и месяц спустя я сошел на берег у Портсмутской пристани с безвозвратно подорванным здоровьем, но с дозволения отеческого правительства провести следующие 9 месяцев в попытках его поправить. В Англии у меня не было ни родных, ни близких, и потому я был свободен как птица, или настолько свободен, насколько позволяют человеку быть свободным 11 шиллингов и 6 пенсов в день. При таких обстоятельствах меня, естественно, потянуло в Лондон, эту огромную сточную канаву, куда непреодолимо стекаются все бездельники и тунеядцы империи. Там я некоторое время жил в частной гостинице на Стрэнде, влача неуютное, бессмысленное существование и тратя те скудные деньги, что у меня были, куда более щедро, чем следовало. Состояние моих финансов стало настолько угрожающим, что вскоре я понял: мне нужно либо покинуть столицу и прозябать где-нибудь в глуши, либо полностью изменить свой образ жизни. Выбрав последнее, я для начала решил съехать из гостиницы и подыскать себе какое-нибудь менее претенциозное и более дешевое жилье. В тот самый день, когда я пришел к этому заключению, я стоял у стойки бара «Критерион», как вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Обернувшись, я узнал молодого Стамфорда, который работал у меня ассистентом в больнице Святого Варфоломея. Вид знакомого лица в огромной лондонской пустыне поистине отрада для одинокого человека. В прежние дни Стамфорд никогда не был моим близким другом, но сейчас я приветствовал его с восторгом, и он, в свою очередь, казалось, был искренне рад меня видеть. В избытке чувств я пригласил его позавтракать со мной в Хольборне, и мы вместе покатили туда в кэбе. «Что ты с собой сделал, Ватсон?» — спросил он с нескрываемым изумлением, пока мы грохотали по многолюдным лондонским улицам. «Ты худой, как щепка, и коричневый, как орех». Я вкратце описал ему свои приключения и едва успел закончить свой рассказ, как мы прибыли на место. «Бедняга», — сочувственно произнес он, выслушав повесть о моих злоключениях. «И чем же ты занят теперь?» «Ищу жилье», — ответил я. «Пытаюсь решить задачу, возможно ли найти уютные комнаты по разумной цене». «Странное совпадение», — заметил мой спутник. «Ты уже второй человек за сегодня, кто говорит мне эту фразу». «А кто был первым?» — спросил я. «Один парень, который работает в химической лаборатории у нас в больнице.
Сегодня утром он как раз жаловался, что не может найти компаньона, чтобы снять пополам отличную квартиру, которую он присмотрел, но которая ему одному не по карману. «Клянусь Юпитером!» — воскликнул я. «Если он действительно ищет кого-то, с кем можно разделить комнаты и расходы, то я как раз тот, кто ему нужен. Я бы и сам предпочел жить с кем-то, чем в одиночестве». Молодой Стамфорд как-то странно посмотрел на меня поверх своего бокала с вином. «Ты еще не знаешь Шерлока Холмса», — сказал он. «Возможно, тебе не захочется видеть его своим постоянным спутником». «А что с ним не так?» «О, я не говорю, что с ним что-то не так. Просто у него немного странные идеи. Он фанатично увлечен некоторыми отраслями науки. Насколько я знаю, парень он вполне приличный». «Студент-медик, полагаю?» — спросил я. «Нет, понятия не имею, к чему он готовится. Похоже, он прекрасно знает анатомию и первоклассный химик, но, насколько мне известно, он никогда не посещал систематических медицинских курсов. Его занятия носят отрывочный и эксцентричный характер, но он накопил массу таких редких знаний, которые удивили бы его профессоров». «И ты никогда не спрашивал, чем он собирается заниматься?» — поинтересовался я. «Нет, он не из тех людей, из которых легко вытянуть признание. Хотя, когда на него находят настроение, он бывает довольно разговорчив». «Я бы хотел с ним встретиться», — сказал я. «Если уж мне с кем-то жить, то я предпочел бы человека ученого и со спокойными привычками. Я еще слишком слаб, чтобы выносить шум или суету. Мне хватило и того, и другого в Афганистане на всю оставшуюся жизнь. Как мне встретиться с этим твоим приятелем?» «Он наверняка в лаборатории», — ответил мой спутник. «Он либо неделями не показывается там, либо работает с утра до ночи. Если хочешь, поедем туда вместе после завтрака». «С удовольствием», — ответил я, и разговор перешел на другие темы. Пока мы направлялись в больницу после выхода из Хольборна, Стамфорд сообщил мне еще несколько подробностей о джентльмене, которого я прочил себе в соседи. «Только чур не винить меня, если вы не уживетесь», — предупредил он. «Я знаю о нем не больше того, что узнал, изредка сталкиваясь с ним в лаборатории. Ты сам предложил этот уговор, так что не возлагай на меня ответственность». «Если не уживемся, нам будет нетрудно расстаться», — ответил я. «Но мне кажется, Стамфорд», — добавил я, пристально глядя на своего спутника, «что у тебя есть какая-то причина умывать руки. У этого малого такой грозный нрав или в чем дело? Говори прямо, не стесняйся». «Нелегко выразить невыразимое», — со смехом ответил он. «Холмс чересчур погружен в науку, на мой вкус. Это граничит с хладнокровием. Я вполне могу представить, как он вкалывает приятелю крошечную дозу какого-нибудь новейшего растительного алкалоида, и, пойми меня правильно, вовсе не из злобы, а просто из духа исследования, чтобы иметь точное представление о результатах. Справедливости ради надо сказать, что, думаю, он с такой же готовностью принял бы его и сам. Похоже, у него страсть к определенным и точным знаниям». «Что ж, это нормально». «Да, но это можно довести до крайностей. Когда дело доходит до того, что трупы в анатомичке бьют палкой, это приобретает довольно причудливую форму». «Бьют трупы?» «Да, чтобы проверить, насколько могут появиться кровоподтёки после смерти. Я видел это своими собственными глазами». «И при этом ты говоришь, что он не студент-медик?» «Нет. Бог ведает, каковы цели его занятий. Но вот мы и на месте, и тебе придется самому составить о нем впечатление». Пока он говорил, мы свернули в узкий переулок и прошли через небольшую боковую дверь, которая вела во флигель огромной больницы. Места эти были мне знакомы, и мне не требовался проводник, пока мы поднимались по унылой каменной лестнице и шли по длинному коридору с его перспективой побеленных стен и дверей серо-коричневого цвета. Ближе к дальнему концу от коридора ответвлялся низкий сводчатый проход, ведущий в химическую лабораторию. Это была высокая комната, уставленная и загроможденная бесчисленными бутылями. Повсюду стояли широкие низкие столы, утыканные ретортами, пробирками и маленькими горелками Бунзена с их колеблющимися синими язычками пламени. В комнате находился всего один студент, который склонился над дальним столом, поглощенный работой. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил на ноги с радостным криком. «Нашел! Я нашел!» — закричал он моему спутнику, подбегая к нам с пробиркой в руке.
Я нашел реагент, который осаждается гемоглобином и ничем другим. Если бы он открыл золотую жилу, на его лице не могло бы отразиться большего восторга. «Доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс», — представил нас Стамфорд. «Здравствуйте», — сердечно произнес он, пожимая мне руку с силой, которую я едва ли мог в нем заподозрить. «Вы, как я вижу, были в Афганистане». «Как, черт возьми, вы об этом узнали?» — спросил я в изумлении. «Неважно», — сказал он, посмеиваясь про себя. «Сейчас вопрос в гемоглобине. Вы без сомнения понимаете значение этого моего открытия». «С химической точки зрения это, безусловно, интересно», — ответил я. «Но практически...» «Да помилуйте, человек. Это же самое практичное судебно-медицинское открытие за долгие годы. Разве вы не видите, что это дает нам безошибочный тест на пятна крови? Идите-ка сюда». В порыве нетерпения он схватил меня за рукав и потащил к столу, за которым только что работал. «Нам нужна свежая кровь», — сказал он, вонзив длинную иглу в свой палец и набирая выступившую каплю крови в химическую пипетку. Теперь я добавляю это малое количество крови в литр воды. Вы видите, что получившаяся смесь имеет вид чистой воды. Пропорция крови не может быть больше 1/1000000. Тем не менее, я не сомневаюсь, что мы сможем получить характерную реакцию. С этими словами он бросил в сосуд несколько белых кристаллов, а затем добавил несколько капель прозрачной жидкости. В то же мгновение содержимое приняло тусклый цвет красного дерева, а на дно стеклянной банки осел коричневатый осадок. «Ха-ха!» — закричал он, захлопав в ладоши и выглядя счастливым, как ребенок с новой игрушкой. «Что вы об этом думаете?» «Похоже на очень чувствительный тест», — заметил я. «Замечательный, замечательный. Старый тест с гвояковой кислотой был очень неуклюжий и ненадежный, как и микроскопическое исследование кровяных телец. Последнее вообще бесполезно, если пятнам несколько часов. А этот метод, похоже, действует одинаково хорошо, независимо от того, старая кровь или свежая. Если бы этот тест был изобретен раньше, сотни людей, которые сейчас ходят по земле, давно бы уже поплатились за свои преступления». «Вот как», — пробормотал я. Уголовные дела постоянно вращаются вокруг этого одного пункта. Человека подозревают в преступлении, возможно, спустя месяцы после того, как оно было совершено. Его белье или одежду осматривают и обнаруживают на них буроватые пятна. Что это? Пятна крови, или грязи, или ржавчины, или фруктов, или что это вообще такое? Это вопрос, который ставил в тупик многих экспертов. И почему? Потому что не было надежного теста. Теперь у нас есть тест Шерлока Холмса, и трудностей больше не будет. Его глаза буквально заблестели, когда он говорил. Он прижал руку к сердцу и поклонился, словно воображаемой рукоплещущей толпе. «Вас можно поздравить», — заметил я, немало удивленный его энтузиазмом. Вспомнить хотя бы дело фон Бишоффа во Франкфурте в прошлом году. Его бы определенно повесили, если бы этот тест существовал. Или Мейсона из Брэдфорда, и пресловутого Мюллера, или Февра из Монпелье, и Самсона из Нового Орлеана. Я мог бы назвать добрый десяток дел, в которых он сыграл бы решающую роль. «Вы, кажется, ходячий календарь преступлений», — со смехом сказал Стамфорд. «Вы могли бы открыть газету в таком духе. Назовите ее «Полицейские новости прошлого». «Из этого могло бы получиться весьма увлекательное чтение», — заметил Шерлок Холмс, наклеивая кусочек пластыря на укол на пальце. «Мне приходится быть осторожным», — продолжил он, поворачиваясь ко мне с улыбкой, «поскольку я много вожусь с ядами». С этими словами он протянул руку, и я заметил, что она вся была покрыта такими же кусочками пластыря и окрашена пятнами от крепких кислот. «Мы пришли сюда по делу», — сказал Стамфорд, усаживаясь на высокий трехногий табурет и подталкивая другой в мою сторону ногой. «Мой друг хочет найти жилье, а поскольку ты жаловался, что не можешь найти никого, кто бы разделил с тобой расходы, я подумал, что лучше свести вас вместе». Шерлок Холмс, казалось, был в восторге от идеи делить комнаты со мной. «Я присмотрел квартиру на Бейкер-стрит», — сказал он, «которая подошла бы нам идеально. Вы ведь не против запаха крепкого табака, надеюсь?» «Я и сам всегда курю корабельный», — ответил я. «Вот и отлично.
У меня обычно повсюду разложены химикаты, и время от времени я провожу опыты. Это не будет вас раздражать? Ни в коем случае. Посмотрим, какие еще у меня недостатки. Иногда на меня находит хандра, и я не открываю рта по нескольку дней подряд. Вы не думайте, что я дуюсь, когда так происходит. Просто оставьте меня в покое, и я скоро приду в себя. А в чем вам нужно признаться? Двоим парням лучше узнать все худшее друг о друге до того, как они начнут жить вместе. Я рассмеялся этому допросу. «Я держу щенка-бульдога», — сказал я. «И я против шума, потому что у меня расшатаны нервы, и я встаю в самое неподходящее время. И я чрезвычайно ленив. У меня есть еще целый букет пороков, когда я здоров. Но на данный момент это основные». «Вы включаете игру на скрипке в свою категорию шума?» — обеспокоенно спросил он. «Это зависит от исполнителя», — ответил я. «Хорошая игра на скрипке — это услада для богов, а плохая — это плохое угощение». «О, тогда все в порядке», — воскликнул он с веселым смехом. «Я думаю, мы можем считать дело решенным. Конечно, если комнаты вам понравятся. Когда мы их посмотрим? Зайдите за мной сюда завтра в полдень, и мы пойдем вместе и обо всем договоримся», — ответил он. «Договорились, ровно в полдень», — сказал я, пожимая ему руку. Мы оставили его возиться со своими химикатами, а сами пошли к моей гостинице. «Кстати», — спросил я вдруг, останавливаясь и поворачиваясь к Стамфорду, «как, черт возьми, он узнал, что я приехал из Афганистана?» Мой спутник загадочно улыбнулся. «В этом-то и заключается его маленькая особенность», — сказал он. «Очень многие люди хотели бы узнать, как он все выясняет». «О, значит, это тайна?» — воскликнул я, потирая руки. «Это весьма пикантно. Я очень благодарен тебе за то, что ты нас свел. Главный предмет изучения человечества — это человек, как известно». «Вот и изучайте его», — сказал Стамфорд на прощание. «Но вы убедитесь, что он крепкий орешек. Бьюсь об заклад, он узнает о вас больше, чем вы о нем. Прощайте». «Прощайте», — ответил я и побрел к своей гостинице, чрезвычайно заинтересованный своим новым знакомым.